10 августа в 7 часов 34 минуты утра по местному времени в западной части Колумбии произошло мощное землетрясение. По данным Геологической службы США и Колумбийского геологического бюро, магнитуда подземных толчков составила 7,4. Эпицентр сейсмического события находился на глубине, по разным оценкам, от 96 до 110 километров. Географические координаты указывают на точку в департаменте Чоко, примерно в 5 километрах к востоку от населенного пункта Сан-Хосе-дель-Пальмар. С геологической точки зрения Колумбия располагается в зоне высокой активности Тихоокеанского огненного кольца. Данное землетрясение классифицируется как внутриплитное и произошло в пределах субдуцирующей плиты Назка. Из-за промежуточной глубины залегания очага энергия толчка распространилась на значительную площадь южноамериканского континента. Колебания почвы отчетливо фиксировались не только на западе и в центре Колумбии, но и на территории соседних государств – Эквадора, Панамы и Венесуэлы. Спустя короткое время в зоне разлома был зарегистрирован первый крупный авторшок магнитудой 5. Dios mío. По состоянию на текущий момент Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий Колумбии подтвердило гибель более 111 человек. Еще несколько десятков числятся пропавшими без вести или ранеными. Департамент Валье-дель-Каука пострадал наиболее существенно. Губернатор департамента подтвердил гибель как минимум 28 человек, включая 3 несовершеннолетних. В административном центре, городе Кали, муниципальные службы зафиксировали обрушение фасадов и конструкций не менее чем у 25 зданий. Поисково-спасательным отрядам удалось извлечь из-под завалов 38 выживших. В Перейре, в департаменте Рисаральда, зафиксирован самый высокий показатель смертности в пределах одного муниципалитета. Официально объявлено о 18 погибших. Городская инфраструктура получила серьезный урон. В международном аэропорту Матекана произошло частичное обрушение кровли пассажирского терминала. Также зафиксированы повреждения исторических объектов, в том числе деформация сводов церкви Сан-Хосе-де-Перейра. В Манисалесе, в департаменте Кальдас, муниципальные власти подтвердили гибель 2 человек. В городе временно приостановлен учебный процесс в школах и университетах. Зафиксировано частичное обрушение и наклон одной из башен кафедрального собора Манисалеса, которая упала на центральный неф здания. Более 20 жилых домов признаны аварийными. В Кибдо, в департаменте Чоко, в районе наиболее близком к эпицентру, зафиксированы множественные повреждения административных и жилых построек. Губернатор департамента Нубия Каролина Кордоба сообщила об одном подтвержденном смертельном случае и начале комплексной оценки жилого фонда. В Медельине, в департаменте Антиокия, о погибших не сообщается. Мэр города Федерико Гутьеррес распорядился временно остановить движение поездов метрополитена для проведения инженерной инспекции мостов и путей на предмет микротрещин. На окраинах города зафиксированы повреждения крыш.
注意说。В столице страны Боготе, расположенной в центральной части Колумбии, толчки ощущались на протяжении нескольких десятков секунд. По распоряжению мэра Карлоса Фернандо Болана была проведена экстренная эвакуация правительственных учреждений и офисных высотных зданий. Инженерные службы провели осмотр ключевых объектов инфраструктуры Боготы и не выявили критических повреждений или угроз обрушения. Столичный департамент здравоохранения не зафиксировал пострадавших среди гражданского населения. В рамках межрегионального взаимодействия Богота оперативно направила сводный отряд из 100 спасателей в город Кали для усиления местной группировки сил. Сейсмическое событие вызвало серьезный сбой в логистической системе страны. Управление гражданской авиации Колумбии ввело временный запрет на прием и отправку воздушных судов в 6 аэропортах западной части республики. Ограничения затронули воздушные гавани Перейры, Манисалеса, Кибдо, Армении, Картаго и Буэнавентуры. Данная мера необходима для обнаружения дефектов взлетно-посадочных полос и диспетчерских вышек. Дополнительно фиксируются перебои в работе сотовой связи и электросетей в сельских районах департаментов Чоко и Валья-дель-Каука. Ряд автомагистралей заблокирован сошедшими оползнями, что затрудняет продвижение инженерной техники к удаленным населенным пунктам. Новоизбранный президент Колумбии Абелардо де ля Эсприелья ввел на территории пострадавших департаментов режим чрезвычайного положения и национального бедствия. Был сформирован единый командный пункт, объединивший усилия Министерства обороны, национальной полиции, подразделений гражданской обороны и Колумбийского Красного Креста. На международном уровне поддержку Колумбии выразили несколько государств. Правительство Эквадора направило поисково-спасательный отряд, состоящий из 47 специалистов и кинологических расчетов для работы под завалами. Заявления о готовности предоставить техническую и материальную помощь поступили от внешнеполитических ведомств Мексики, Сальвадора и США. Гуманитарная организация Direct Relief объявила о формировании первой партии медицинских грузов, включая антибиотики и хирургические комплекты для развертывания полевых медицинских пунктов. Специалисты отмечают, что данное землетрясение произошло на фоне сложной сейсмической обстановки на континенте. Напомним, в июне этого года серия катастрофических подземных толчков нанесла масштабный урон северным регионам Венесуэлы. Важным стабилизирующим фактором для Колумбии стало заявление Центра предупреждения цунами и Колумбийской морской службы. По результатам мониторинга гидрофизических постов угроза возникновения цунами на Тихоокеанском побережье полностью отсутствует. Спасательные работы в пострадавших регионах продолжаются в круглосуточном режиме. Информация о материальном ущербе и количестве пострадавших будет корректироваться по мере разбора завалов.